Как позднее вспоминал сэр Кристофер Рен, здание строилось для жизни наблюдателя и немного для помпы. Оно давало довольно скромное жилище для астронома и его близких на первом и подвальном этажах. Помпу обеспечивали звездная комната на втором этаже, а также фасад здания, направленный к домику королевы. Через ворота попадаем во внутренний дворик. Тут у нас небольшие ступеньки. Вот мы в маленькой прихожей, откуда можно подняться наверх в звездную комнату. Тут у меня большой зал, а вот моя спальня, а рядом с ней это рабочий кабинет. Из зала можно по ступенькам пройти вниз, на кухню или в неотапливаемую гостиную. Тут наверху у меня звездная комната. Сейчас я мало использую ее для наблюдений, больше принимаю и развлекаю почетных гостей. Часы изготовлены Томпионом. Одно время они были лучшими в своем роде. В стене спрятаны их 4-метровые маятники. Восьмиугольная комната с большими окнами позволяла вести наблюдение Луны, Солнца, звезд и планет, а по лесенке при необходимости можно было выйти на плоскую крышу, где у меня был сначала 16, а потом 27-футовый телескоп. Но самый большой телескоп у меня во дворе. Давайте спустимся туда. Здесь у меня небольшой дворик, это цех, а это подсобное помещение, где находится печь. Вот тут у меня 60-футовый телескоп на корабельной мачте, который можно видеть издалека, прямо от домика королевы. Но главное помещение для наблюдений у меня вот здесь, где квадрант и секстант смонтированы вдоль меридиана. Дом был построен на старом фундаменте, к тому же при строительстве сильно экономили, в нем не оказалось пригодных мест для наблюдений на меридиане, и мы были вынуждены построить 2 небольших здания для инструментов, для квадранта и секстанта. Здесь у меня цветочная клумба, а вот тут солнечные часы. Здесь стеллаж для хранения трубы 60-футового телескопа. С другой стороны дома мы сделали 2 летних флигеля, которые добавили привлекательности фасаду здания. А в этом флигеле у меня камера обскура. В 1721 году Галлей возвел еще одну пристройку. Здание квадранта Галлея между кабинетом Флемстеда и внешней стеной, в которой разместил новый транзитный круг. В 1749-50 Брэдли разобрал здание квадранта Галлея, чтобы построить большее здание, которое называлось «Новая обсерватория», где он разместил новые инструменты, свой медный настенный квадрант и 8-футовый транзитный круг. При Маскелайне в 1809 году транзитное здание Брэдли расширилось на восток примерно вдвое, чтобы вместить новый настенный круг, заказанный Тротону. Затем в 1813 при Понде к обсерватории Брэдли было пристроено двухэтажное здание, которое венчал купол для телескопа Шуксбурга, одного из самых больших дублет-ахроматов своего времени на экваториальной монтировке, который был построен Джесси Рамсденом и подарен обсерватории в 1811. Впрочем, фундамент оказался совершенно непригоден для нового телескопа, и его смонтировали лишь в 1816 году в здании, построенном на основе одного из летних домиков. В 1821 году проверка хронометров была передана от офиса гидрографии в обсерваторию, и для них на втором этаже была организована часовая комната. В начале 1850-х Эйри переделал внутреннюю планировку бывшей обсерватории Брэдли, в восточной комнате смонтировав свой знаменитый транзитный круг, а в западных разместил свой кабинет и офисы вычислителей. Приключения Гринвичского меридиана. Флемстед работал в 8-угольной комнате, где фиксировал моменты кульминации небесных светил при помощи квадранта и часов Томпиона, которые находились здесь же. Поэтому, несмотря на то, что меридиан еще не был определен, условно можно было бы считать, что он проходил через 8-угольную комнату. Галлей работал со своим квадрантом, закрепленным на надежной стене в отдельной постройке, примыкающей к домику Флемстеда с юго-запада. Можно сказать, что Гринвичский меридиан проходил через настенный квадрант Галлея, примерно в 43 метрах или в 0,15 секунды времени к западу от будущего начального меридиана Эйри. Брэдли возвел так называемую комнату транзитов, где меридиан отмечал 8-футовый транзитный круг, при помощи которого проводилось большое количество измерений, а в соседней комнате находились сразу 2 настенных квадранта, его собственный, медный, и восстановленный, железный квадрант Галлея. К меридиану Брэдли до сих пор привязана вся триангуляционная сеть Великобритании, несмотря на то, что ее построение началось уже после признания меридиана Эйри основным.
Эйри убрал старые квадранты, сделав там офисы помощников, а рядом поставил свой знаменитый транзитный круг, от которого в конце концов и стали отсчитывать основной, главный, начальный гринвичский меридиан. Разница между меридианом Брэдли и начальным меридианом Эйри составляет 6 метров, что эквивалентно 0,02 секунды времени. С введением системы GPS, считающей свои координаты методом триангуляции сети спутников, которая уже не была привязана к реальной форме геоида, отличающейся от сферической, меридиан прошел в 102,5 метрах к востоку от меридиана Эйри. Впрочем, обсерватория медленно приближается к меридиану GPS со скоростью 2 см в год. В 1890-е при Кристи было затеяно большое строительство альтозимутального павильона и новой физической обсерватории, которую еще иногда называют Южным зданием, где находились большие экваториальные телескопы и офисы астрономов, их помощников и вычислителей. Оно не только дало дополнительные и такие желанные площади, но и, чтобы подчеркнуть его важность, было построено в стиле государственного учреждения. Его терракотовые павильоны носили имена астрономов и конструкторов приборов прошлого, сыгравших важную роль в истории обсерватории. В 1899 году обсерватория заняла еще немного площади Королевского парка, чтобы переселить магнитный павильон, которому к тому моменту сильно мешало новопостроенное южное здание. К 1930-м там были размещены новые инструменты, включая 36-дюймовый рефлектор Яппа. Еще во второй половине XIX века стало ясно, что Лондон и его промышленность расширяются такими темпами, что дни Королевской обсерватории в Гринвиче оказались сочтены. А после строительства неподалеку железной дороги и ее электрификации в 20-е годы XX века вибрации и другие помехи стали настолько серьезными, что выполнять такие же качественные наблюдения, как и раньше, стало уже невозможно. Условия продолжали постоянно ухудшаться, и осуществлять переезд выпало Харальду Спенсеру Джонсу. Переезд начался после Второй мировой войны в замок Хертмансё в виде отделов Королевской Гринвичской обсерватории. Затем под этим именем учреждение переехало в Кембридж в 1990 году, где и было окончательно закрыто в 1998. А старые здания обсерватории в 1953 году стали частью Музея военно-морского флота. В 1960 году домик Флемстеда, а в 1967 и другие здания после реконструкции были открыты для посещений публики. С тех пор здания перестраивали несколько раз, и теперь они рассказывают об истории определения долготы и роли среднего времени Гринвича. В 2007 году для публики открылись астрономические галереи и планетарий Питера Харрисона. Королевская обсерватория Гринвича изначально была построена для того, чтобы выполнять совершенно конкретные практические задачи по обеспечению морской навигации и измерению времени, чем она успешно занималась в течение веков. Но со временем к ее исследованиям добавились другие области – геомагнетизм, метеорология, астрофотография и спектроскопия. Таким образом, ее наука вышла за рамки сугубо утилитарного характера. В дополнение к обеспечению моряков методами определения местоположения кораблей в океане, пытаясь найти ответы на вопросы, которые носили больше мировоззренческий, познавательный, чем практический характер. Например, такие, как движение и состав далеких-далеких звезд. Королевская обсерватория Гринвича – нулевой меридиан, от которого ведет свой отсчет наука о Вселенной. Этот настоящий памятник познанию на холме в Королевском парке символизирует собой историю и развитие технологий и мысли передовых ученых и конструкторов мира на протяжении столетий.